Всем привет, уважаемые зрители и подписчики канала Вспышка. С вами Сергей Вспышка. Сегодня и на протяжении всей недели мы будем говорить о легких танках и выполнении на этих самых легких танках личных боевых задач на Т-55А. Предыдущие личные боевые задачи не вызывали особых трудностей, а на Т-55А уже получается так посложнее. Итак, главный герой на сегодняшнюю боевую задачу Т-54 облегченный. На нем мне удалось выполнить задачу ЛТ-7, как вы успели подсмотреть вот на этом начальном экране на линии Зигфрида. Произошло это пару патчей назад, но я собирался, в общем-то, достаточно давно рассказать вам про все личные боевые задачи, которые могут вызвать сложность, поэтому начнем с самого начала. И первая задача, которая вызывает кое у кого затруднения, это задача номер 7. Заключается она в том, чтобы найти, первыми обнаружить и нанести урон 3 САУ. Сложность заключается, в самом, что можно сказать, названии. Вы все прекрасно понимаете, что не во всех боях присутствует 3 и более САУ. Как только вы выбираете эту задачу, вот как назло вам лезут бои, которые вот просто начисто лишены САУ, либо там одна, либо две, в общем, рай для артофобов. Но суть не в этом. Суть в том, как же ее выполнить. Вам нужно быть на острие атаки. Конечно, есть вариант с тем, что вы попали в такой бой на каком-нибудь МТ-25 или ЛТТБ, вы полетели вперед, сразу сходу ворвались в 3 САУ, но по этому сценарию, если вы будете действовать, скорее всего, вас убьют в самом начале, поэтому врываться это, терять бои, где есть как раз те самые 3 САУ. Это первое. Второй момент, не факт, что вы, когда выкатитесь на эти 3 САУ, а их может быть и больше, вот как в моем бою, к примеру, 4 САУ противника, не факт, что вы выживете, потому что одна САУ будет разряжена, вторая промажет, а третья, черт побери, вот по закону подлости вас все-таки попадет. Поэтому стоит быть аккуратным, не торопиться. Да, конечно, бывают моменты, что прям можно ворваться, тогда, конечно, врывайтесь, но не факт, что вы успеете перезарядиться. Это тоже большая проблема. А еще раз напомню условия: обнаружить не менее 3 САУ противника, понятное дело, первыми, и нанести им урон. Давайте смотреть, как, в общем-то, получилось выполнить эту задачу. Я абсолютно уверен, что второй у вас такой бой не повторится, но возможно, вы попадете на эту карту, и, возможно, будут у вас 3-4 САУ. Также, что важно помнить, играя на ЛТ, вы должны крутить башкой на 360 градусов все время, быть внимательным и внимательно следить за ушами команды противника. Ну и, конечно же, не подставляться вот с самого начала. Я сейчас занял такую позицию, которая, в общем-то, благодаря моему обзору, если танки, СТшки попытаются выкатиться, то будет радостно, мы их увидим абсолютно точно вот в ту самую щелочку. Но, что мы видим, Т-54Е1 уже отправился в ангар. Чуть позже мы увидим, как 54-ка сбегает. Вот она уже начала отсюда ползти. И что это нам дает? Во-первых, мы, конечно, попытаемся по ней пострелять, но если вы внимательно обратите внимание на уши и увидите красные звездочки, что это обозначит? Светились все, кроме арты. И, учитывая, что расположение противников на миникарте нашей прекрасным образом все правее 5-й линии, соответственно, полностью с 1 по 4 линию мы можем сейчас попробовать просветить. И здесь, конечно, лучше не тормозить. Нет, если есть возможность пострелять, конечно, постреляйте, потому что тоже лишним не будет. В конце концов, вы пытаетесь как-то помочь команде, учитывая, что количество ХП сейчас у противников и у союзников ваших равно, то ваша посильная помощь стрельбой, она не будет лишней. Но первая арта попадает в засвет, и мы начинаем ей аккуратно, не торопясь, наваливать. Первый выстрел, хотя бы вот в момент засвета, если вы светите арту, он, конечно же, за вами, потому что все ваши союзники будут куда-то отвлечены. Но сделайте его, быть может, с поправкой секундной, чтобы вот быть уверенным, что снаряд точно полетит в центр. Не торопитесь вот сразу после сведения жать на прицел. Черт знает, лаганет, баганет, во всяком случае у вас будет перезарядка, а ваш союзник в этот момент может успеть свестись. Первая арта за нами вот 100%, и по урону
И по засвету нам осталось для выполнения задачи 2 арты. Мы потихонечку, казалось бы, начинаем проигрывать, но я вижу, что достаточно резко начинают срезаться хп. По всей видимости, наша артиллерия тоже заговорила. Мне хочется верить, что вот этот Бачат 55-55, 155 и 55 там на хвостике, он, надеюсь, никем не был засвечен и поврежден. Ну и слава богу. На него свелась 212-я, добила его, но первый выстрел я ему успел кинуть. Быть может, он и вторым является моим достижением. Но на всякий случай давайте не будем торопить коней и будем аккуратно действовать. Сейчас я достаточно агрессивно подъехал. Дистанция 300 метров, и этого безбожно мало. Конечно же, этого безбожно мало. Надо было отъехать чуть дальше, быть может, почти к А-линии подняться. Сейчас бы в современных реалиях, учитывая круг от рисовки, а не квадрат, как был тогда, было бы больше возможностей пострелять. И так там подсвечивались благодаря нашим СТшкам. Но более или менее стоит быть аккуратным. Сейчас мне повезло второй раз. Рикошет от 140-го. Благо советская башня может себе это позволить. Но уже вот двигаясь на достаточно большой дистанции, у меня даже хватает скорости уехать просто от выстрелов Як-Тигра и 140-го. К тому же Як-Тигр сейчас уже на краю моего засвета, ему в принципе уже никак меня не засветить, и поэтому продолжаем нашу охоту уже более планомерно. Но вот сейчас я буду действовать уже аккуратнее, понимаю, что, ну, получил выстрел от Як-Тигра, достаточно болезненно, второй выстрел я могу такой не пережить, светится арта, и здесь светить ее могу только я, так что это вторая арта в засвете, надеюсь, ее никто не уничтожит сразу. А еще у нас здесь АМХ 50-120, при этом он светится на 380 метров, я его начинаю пробивать. Конечно же, я в данный момент не нахожусь в засвете, по всей видимости, это такой АФКшный или вылетевший парень, либо он внимательно смотрит вперед, непонятно до конца, что с ним происходит, но для нас это, в общем-то, не есть показатель. 212 делает свой третий фраг, а мы потихонечку продвигаемся к своей заветной мечте, к желанию сделать таки эти 3 арты. Бачат выкатывается, я сразу прячусь от него, параллельно удается мне нанести ему выстрел и тихонечко уходим в некую паузу. Он сделал 3 выстрела. Вряд ли он с 2 выстрелами, видя также и ВЗ-120, захотел бы с нами сражаться. ВЗ-120 здесь такой фактор агрессии, поэтому я думаю, Бачат сейчас тихонечко убегает вперед на перезарядку. Я уже буду двигаться вслед за 120-м. Решаю, что не буду по широкому кругу заходить, зайду здесь прям вслед за ним. Помните, где бывает арта в таких случаях? 212 уже давно светился, поэтому стоит на это забить. ВЗ-120 идет ниже, у него чуть больше шансов засветить арту, если она будет в А0, но второй вариант, где может быть еще арта, вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. Конечно же, квадраты С0. В этих квадратах, поднявшись чуть наверх, арта себя чувствует уверенно, потому как ей не нужно кидать из большой низины наверх. 212 сразу получает выстрел, засветился он от меня, соответственно, он был моей гарантированно второй артой, а учитывая, что 55-й Бачат уж точно не светился, он может быть нашей третьей артой. На автоприцеле аккуратно, быстренько даем шот, все, задача выполнена. Дальше мы можем сделать задачу с отличием. Для этого нам нужно выжить в бою и победить в бою. Победа близка, важно дальше выживание. Любой выстрел от ИСа-7 или от Бачата, или от ВЗ-120 вражеского отправит меня к праотцам. Поэтому тихонечко, аккуратненько, желая все-таки набить, быть может, даже 3000 урона, хочется действовать. Ну и с 7-й, конечно, избежал этого попадания. Неожиданно для меня он зачем-то рванул прям сильно вперед. Но сейчас второй выстрел под калибром абсолютно четко в корму через куст его отправляет в ангар. Остался Бачатильон и остался ВЗ-120, 3 арты. И, между прочим, у нас не так много союзников. Благо, у них много хп, а у наших оппонентов их не так много. Итак, Чекан, ВЗ-120, 440 кп. Первый шот получает от меня с пробитием, и я пытаюсь выжить, понимая, что, черт побери, будет больно. 261 меня прикрывает.
увидел, свелся и нанес удар с упреждением. Арта, кстати, наша, две арты, во всяком случае, точно очень хорошо отстрелялись в этом бою. Учитывая, что даже арт у нас было чуть меньше, но полевых зато было больше, это позволило действовать более широко и спокойно. За деда, за бабку, и Т-92 отправляет вражеского бачата в ангар. Получается, мы выполнили задачу, мы нашли, быть может, и 4 арты, давайте смотреть по результатам, и каждый из них успели вломить хоть чуть-чуть, хоть ну немножечко. В конце выжили и победили, что позволило закончить полностью задачу. Ну и сыграли мы в этом бою очень качественно. Если вам понравился бой, ставьте лайк под этим видео, если вы не успели его поставить в самом начале, в ожидании будущей недели, вернее уже текущей, на которой будет каждый день выходить видео про легкие танки. Подписывайтесь на канал. С вами был Вспышка. Пока-пока. Также в комментариях вы можете написать задачу, которая была для вас самая сложная при выполнении ЛБЗ на Т-55А. Если вы их выполнили или не выполнили, тоже пишите. Все в комментариях под этим видео.